Всем доброе время суток. После долгой эксплуатации линолеума на линолеуме появились вот такие вот отпечатки. Такие вот, видите, трещины. Здесь просто находится дверь от ванны. Дверь открывалась и задевала линолеум. И в результате места некоторые порвались. И мы будем сегодня устранять эту проблему. Для того, чтобы устранить эту проблему, нам понадобится, собственно говоря, сам линолеум. У меня остался линолеум 1,5 метра. Будем резать. Кроме всего прочего, понадобятся ножницы, ножи канцелярские, линейка, клей. Для того, чтобы мы ровно отрезали ножницами, нам нужно взять линейку, миллиметровая линейка, карандашик. И карандашиком ровненько отметить все ровную линию, по которому мы должны порезать. И ровно по линии продолжаем резать. Все то же самое проделаем с другой стороны. Линеечкой меряем, по стыкам, карандашиком наводим, прочищем, чтобы ровно было резать. И после этого берем ножницы и начинаем резать. Так, если линолеум грязный, в пыли, нужно взять влажную тряпочку, протереть, избавиться от пыли. Потом сухой тряпочкой подождать, пока высохнет, чтобы не так грязно было работать, чтобы не вымазывались руки. Я вырезал кусочек. Значит, меряем по размерам, ставим стык, берем карандашик, отмеряем, берем линеечку, тут прочищем линию. Вот такая вот линия у нас. Мы прочертили. И теперь по линии режем линолеум. Так, очерчиваем порожки по размерам. Я прочертил. Ставим ровно по линии. И очерчиваем. Получается, здесь вот я пометил. И второй порожек здесь. Теперь будем резать ножницами. Таким же образом делаем порожку. Берем карандашик, линеечку и отмечаем карандашиком в одну вторую сторону и прочерчиваем линию. После этого берем ножницы и режем. Дальше берем линейку, карандаш и помещаем те места, где мы будем резать ножом. Я разметил уже здесь квадрат, тут порежу, тут уже отрезано, и вот тут вдоль линолеума там уже в принципе резать ничего не надо. Берем нож, линейку и под линеечку на ножиком обрезаем. Соблюдаем так, чтобы нож канцелярский шел по линии строго там, где мы наметили. Режем дальше. Строго по линии. Смотрим так, чтобы не отлежала линейка. Дальше до угла. Теперь режем угол. Так, и после того, как мы порезали, начинаем плавно срывать линолеум. Он хорошо срывается. Где-то не очень идет. Помогаем ножичком. Так, ну вот, собственно говоря, сорвал линолеум. И вот у нас образовалось вот такое отверстие. Значит, здесь надо промыть, зачистить, чтобы не было никакого мусора. Что мы будем клеить новый линолеум, который мы вырезали. Клейки линолеума я вот купил такой клей, как Бустилат. Он клеит хорошо линолеум. 2-4 часа нужно оставить, чтобы клей высох. Ну и в течение 72 часов уже можно выполнять какие-то
передвижение по линолеуму, перемещение, то есть использовать какую-то нагрузку. В принципе, через сутки уже линолеум схватится и будет хорошо держаться. Значит, перед тем, как использовать клей, нужно взять какую-то железку или шпатель, перемешать содержимое клея. После того, как мы перемешали клей, наносим на краешки линолеума, наносим железкой или шпателем, чем угодно. И все тщательно приглаживаем. Как правило, наносим по периметру, по краям и также наносим в середине. Собственно говоря, вот я уже положил и притираем тряпочкой линолеум. Заодно мы прижимаем и убираем лишний клей нашей тряпкой. Вот сейчас я приклеил, и у меня стоит идеально. Линолеум как новенький. Еще есть такая мелкий порез, мелкое повреждение на линолеуме. Это решается очень просто. Берется вот кусочек от этой полосы и режется. Вот я порежу, например, вот так вот. Я вырезал треугольничек. Для удобства я прикладываю, беру карандаш и черчу треугольничек по карандашу. Вот так вот получилось. Дальше можно навести линеечкой. Теперь по треугольничку прикладываем линеечку и режем треугольник канцелярским ножом. Раз. Два. Навели катеты и наводим диагональ. Дальше этот треугольничек выковыриваем. И вклеиваем наш новый треугольничек. Наносим клея на треугольник. Можно чуть сюда нанести.
И вклеиваем треугольник. Дальше берем тряпочку, вытираем клей лишний. Прижимаем заодно. Я прижал, лишний клей убрал. И теперь никакого дефекта не видно. Линолеум как новенький. Ждем сутки. Особо тут не ходим. Помещаем места. И пользуемся нашим линолеумом. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.